Привет, друзья! Сейчас утренние новости Европы. В Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о большом пакете изменений для финансовых рынков Европы. Этот документ должен изменить работу бирж и инвесторов по всему ЕС. В Германии, в Берлине все внимание снова на климате. Правительство Фридриха Мерца получает уведомления из Брюсселя о потенциально крупных финансовых обязательствах, связанных с несоответствием климатическим требованиям. Озвученные суммы вызывают обсуждение, и в Германии предпочитают подходить к этому вопросу аккуратно. Одновременно продолжаются активные дискуссии вокруг автомобильной промышленности Европейского Союза. Новый прогноз о будущем автопроизводителей вызывает серьезный резонанс, и письмо Фридриха Мерца в Еврокомиссию Урсуле фон дер Ляйен уже рассматривают как попытку предупредить возможные негативные последствия. А внутри Германии тоже хватает важных тем. В Бундестаге внезапно меняют правила служебных перелетов, и именно эта деталь уже вызывает раздражение у граждан. Складывается впечатление, что принятое решение касается условий работы депутатов, и для этого выбран достаточно чувствительный момент. И это еще не все. Петиция о полном запрете частных фейерверков собирает подписи с такой скоростью, что даже в федеральном ведомстве такого не ожидали. Инициаторы уже передали документы Александру Домбринту, и теперь вопрос может выйти на федеральный уровень. И еще один сигнал: на рынке техники начинается рост цен, который эксперты связывают с новым этапом дефицита микрочипов. Поставщики срывают сроки, модели исчезают из продажи, и первые скачки стоимости уже заметны обычным покупателям ЕС. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, Европейская комиссия представила крупный план реформ, который должен сделать финансовые рынки Евросоюза более привлекательными для инвесторов. Документ включает упрощение правил для бирж и компаний, работающих с ценными бумагами, а также усиление надзора за финансовыми организациями, которые работают сразу в нескольких странах ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что реформы направлены на безопасность вкладчиков и обеспечение стабильности европейской экономики. По ее словам, Евросоюзу необходимо мощное и прозрачное финансовое пространство, способное конкурировать с мировыми центрами. В центре этой инициативы лежит идея задействовать огромные частные сбережения европейцев. Сейчас на банковских счетах жителей стран Европейского Союза лежат около 10 триллионов евро. Комиссия хочет создать условия, при которых эти деньги смогут приносить больше доход людям и одновременно работать на развитие экономики. Для бизнеса реформа означает меньше бюрократии и более легкий доступ к инвестициям. Это особенно важно для компаний, работающих на внешних рынках или развивающих новые технологии. План уже обсуждается в Европарламенте и может стать самым масштабным обновлением финансовых правил ЕС за последние годы. Следующая новость одна из самых важных для Германии. Правительству Германии во главе с Фридрихом Мерцем грозят многомиллиардные штрафы от Евросоюза за провал в климатической политике. Страна когда-то добровольно, напомню, взяла на себя контроль лидера и согласилась на особенно жесткие требования по сокращению выбросов. Теперь именно эта передовая роль может обернуться огромными расходами. Главная проблема – это выбросы в транспорте и в секторе недвижимости. Здесь Германия годами не выполняет обязательства, а разрыв между обещаниями и реальностью только растет. Эксперты предупреждают, если не принять дополнительные практические меры, стране потребуется либо приобретать у других государств квоты на выброс, либо выполнять связанные с этим финансовые обязательства. И речь может идти о значительных суммах, достигающих десятков миллиардов евро. Прогнозы колеблются вокруг 30 миллиардов евро к 2030 году. Правительство Фридриха Мерца признало риск, но пока не может представить план, который убедил бы Брюссель. Тем временем требования Евросоюза остаются жесткими, богатые страны должны сокращать выбросы быстрее остальных. И важно то, что ранее Германия сама согласилась на повышение обязательств и теперь рискует заплатить за это самую высокую цену в ЕС. Следующая новость связана с обсуждением грядущего кризиса в автомобильной промышленности Европы. Новая экономическая оценка серьезно обеспокоила Германию. Исследование прогнозирует заметное снижение показателей европейского автопрома в ближайшие годы. Причина – это запланированный запрет Евросоюза на продажу новых автомобилей с традиционными двигателями после 2035 года. Аналитики предупреждают, если правила не изменятся, прибыль крупных производителей Европы
От Volkswagen и Mercedes до BMW может снизиться, а объемы производства уменьшиться. Канцлер Германии Фридрих Мерц еще в октябре направил в Брюссель письмо с просьбой пересмотреть будущие запреты и разрешить выпуск модернизированных двигателей внутреннего сгорания после 2035 года. По данным источников в Берлине, Мерц считает риск для рабочих мест в Германии недооцененным. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что письмо канцлера Фридриха Мерца принято и будет рассмотрено. В Брюсселе понимают, Европа может потерять позиции на фоне роста конкурентов из Азии, которые активно выходят на рынок электромобилей. Эксперты отмечают, что при отсутствии переходной модели автопроизводители могут столкнуться со снижением рентабельности, пересмотром отдельных проектов и возможным переносом части производственных процессов. Но Фридрих Мерц настаивает, что решение должно учитывать реальную экономику и миллионы рабочих мест в Германии. И на этом список важных новостей не завершается. В Германии Бундестаг разрешил депутатам, внимание, снова летать бизнес-классом. Ранее, с апреля, напомню, 2024 года, действовало ограничение. При перелетах короче 4 часов разрешался только эконом-класс, чтобы снизить расходы бюджета. Теперь правила смягчили. При рейсах от 2 часов депутаты могут бронировать билеты бизнес-класса. Решение поддержала председатель Бундестага Юлия Клёгнер. По ее словам, для перелетов средней продолжительности эконом-класс не обеспечивает необходимого комфорта, и депутаты не могут работать с документами во время полета, что снижает эффективность их работы. Критики изменений отмечают, что в условиях экономии государственных средств такая мера вызывает обсуждение относительно ее обоснованности. Обычным гражданам приходится экономить, а представители власти получают комфорт за счет бюджета. Эксперты и журналисты считают решение дискуссионным и отмечают, что оно может вызвать разные общественные реакции. В Бундестаге утверждают, что решение направлено исключительно на повышение продуктивности работы депутатов во время служебных поездок. И это только начало. В Германии растет давление на полный запрет частных фейерверков к Новому году. Более 2,2 миллиона человек подписали петицию за запрет петард, которая была передана федеральному министру внутренних дел Александру Домбринту. Инициаторы обращения подчеркивают, что запрет рассматривается как способ повысить безопасность граждан, работников служб реагирования, а также защитить людей, животных и окружающую среду. Поддержку инициативе выразила сенатор по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер, которая отметила, что если федеральный закон принять не удастся, отдельные земли и муниципалитеты могут самостоятельно вводить эти ограничения. Эксперты предупреждают, что несмотря на массовую поддержку, единое решение для всей страны остается маловероятным, так как позиции земель и партии разнятся. Если власти примут запрет, традиционные новогодние салюты могут постепенно перейти к более безопасным форматам, так как основная цель – это обеспечить безопасность, порядок и спокойствие на улицах Германии. И в завершение важная новость. Германия снова сталкивается с затруднением на рынке микрочипов, и на этот раз изменения ощущают обычные потребители. Из-за резкого роста спроса на чипы для искусственного интеллекта производители приоритетно поставлять их для серверов и суперкомпьютеров. В результате комплектующие для обычных компьютеров, ноутбуков, смартфонов и игровых консолей ощутимо выросли в цене. Например, SSD-накопители объемом 1 терабайт за несколько недель подорожали на 30-50%. Обычная оперативная память до 200%. Многие популярные модели уже сложно найти в продаже. Эксперты предупреждают, что в 2026 году ноутбуки и ПК могут вырасти в цене на 5-15%, накопители до 40%. Для потребителей это означает, что привычная техника постепенно дорожает, и ожидание снижения цен в ближайшие годы может не оправдаться. Производители и продавцы рекомендуют не откладывать покупку, поскольку новые устройства могут стать менее доступными по прежним ценам. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.